Разрушительный тайфун Рагаса накрыл побережье Филиппин. В Турции ночью произошло землетрясение, а Франция, Китай и Испания оказались под ударами экстремальных ливней и града. В то же время Индонезию вновь сотрясает вулкан Леватобе, выбрасывая в небо столбы пепла. И это лишь часть событий, потрясших планету за последние сутки. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Супертайфун Рагаса, который на Филиппинах называют Нанда, достиг 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона и вышел на побережье острова Бабуян в северной части Лусона. Скорость ветра в эпицентре превышает 265 км в час с порывами до 320, что делает его одним из самых мощных штормов сезона 2025 года. Сегодня утром глаз шторма пересек Бабуян и в ближайшие часы пройдет над островами Батанис и Калаян. На 12 часов дня по местному времени данные о жертвах отсутствуют, но сообщается о повреждении домов, обрывах линий электропередач и наводнениях в низинах. В Бабуяне и Батанисе повреждены крыши, затоплены поля риса. В результате штормового нагона прилив усилился на 3-6 метров. В Кагаяне и Исабеле эвакуировано более 10 тысяч человек, школы и офисы закрыты по всему Северному Лусону. Президент Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение в северных провинциях и мобилизовал войска для спасательных работ. В Южном Китае и Гонконге готовятся к прибытию шторма 24-25 сентября. Аэропорт Гонконга уже приостановил рейсы. Осень в Грузии началась с размахом. С 18 сентября ливни, ураганный ветер и штормы обрушились на запад и центр страны, вызвав наводнения, оползни и разрушение инфраструктуры. Сильные дожди спровоцировали разлив реки Мачехела в муниципалитетах Хилвачиури и Хула-Аджарии. По данным мэрии Хула, вода затопила десятки жилых домов, коттеджей и туристических объектов, пострадал также популярный арочный мост. Повреждены дороги, линии электропередачи и водоснабжения, ущелье оказалось фактически отрезано от внешнего мира. Из опасных мест было эвакуировано около 150 жителей, спасатели МЧС Грузии работают круглосуточно. В Батуми шторм повредил береговую линию и пляжи, из-за чего в большинстве районов было отключено питьевое водоснабжение. В поселке Кеда сошел оползень, разрушивший частный дом, находившийся в зоне риска. 2 жильцов госпитализированы с переломами и ушибами, их состояние стабильное. Оползень также повредил дорогу в село Калатаури, изолировав 20 семей. Мэрия Кеда подтвердила, дом находился в красной зоне, владельцев неоднократно предупреждали об эвакуации. Проведена эвакуация жителей из соседних домов, инженеры оценивают угрозу для прилегающих построек. Аналогичная ситуация зафиксирована в Гурии, в Ланчхуте и Бахмара подтоплены дворы и первые этажи зданий, повреждены сельские мосты. В Тбилиси ураганный ветер повалил более 50 деревьев, в результате чего повреждены десятки припаркованных автомобилей в районах Ваки, Сабуртала, Дидуби, Глдани и Самгаре. В портовом Поте обильные ливни принесли за сутки 150 мм осадков, в результате затопило улицы, дворы и первые этажи домов. Всего пострадало около 200 семей. В муниципалитетах Хоби и Целинджиха подтоплены приусадебные участки, подвалы многоэтажек и сельские дороги, а также повреждено 5 мостов. Тем временем в высокогорной Аджарии выпал первый снег. Высота снежного покрова в селах муниципалитета Хула достигает 5 сантиметров, в том числе на перевале Гадердзи и в Бешуме. По данным местной мэрии, первый снег не вызвал никаких проблем. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Тем временем поступают хорошие новости из Гумбетовского района Дагестана.
Застрявших после сильного снегопада чабанов и отары овец на высоте выше 2500 метров удалось вызволить из снежного плена. Жители села Аргвани в ночь с 20 на 21 сентября на внедорожнике и бульдозере пробили дорогу. Благодаря их помощи скот удалось перегнать в безопасное место. В Татарске, Новосибирской области, утром в воскресенье, 21 сентября, произошло частичное обрушение здания школы номер 5. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, в момент обрушения в здании не было людей. Причины происшествия выясняются. На месте ЧП работают оперативные службы, которые осматривают завалы, оценивают масштаб повреждений, а также проверяют угрозу дальнейшего обрушения. Учеников обрушившейся школы переведут в соседнее учебное заведение, которое находится в шаговой доступности. Назначена судебная строительная экспертиза, которая должна установить степень износа конструкции и причины обрушения. Известно, что здание 1937 года постройки. Во время Великой Отечественной войны в нем был расположен госпиталь. Капитального ремонта в здании не было, в течение многих лет обсуждался вопрос о строительстве новой школы. Школа была признана готовой перед началом учебного года к приему обучающихся. В понедельник, 22 сентября, в здании должны были проходить уроки. Прокуратура организовала проверку и возбудила уголовное дело. Ночью на 22 сентября в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы в провинции Балакесир. Согласно официальным данным Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции, толчки зафиксированы в 0 часов 5 минут по местному времени. Эпицентр располагался в 11 километров к юго-западу от Сындыргы, на глубине около 10 километров. Землетрясение ощущалось не только в Балакесире, но и в соседних Бурсе, Измире, Манисе, Чанакале и даже Стамбуле. Часть жителей вышла на улицы. О жертвах или значительных разрушениях не сообщается. Сегодня в 68 населенных пунктах в радиусе возможного воздействия толчков проводятся наземные обследования зданий. Школы и общественные здания в Сындырге временно закрыты для проверки. Суровая погода обрушилась вчера на юго-восток Франции, вызвав мощные ливни, грозы и наводнения в Камарге, Провансе и Нижней долине Роны. В 6 департаментах – Дром, Изер, Буш-Дюрон, Вар, Ваклюз и Кот-де-Армор – был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К полудню в большинстве департаментов выпало от 60 до 90 мм осадков, больше всего, до 120 мм, выпало в долине Роны и Прованс-Альпы-Лазурный берег. В Камарге и Нижней долине Роны, уязвимых к наводнениям из-за рельефа и старой инфраструктуры, вода быстро затопила низины. В Буш-Дюроне, включая Марсель, к вечеру осадки усилились, в квартале Вадран за час выпало 80,3 мм, что привело к затоплению улиц и трассы А7. В Кассиси и Лысьота-Порты и прилегающие улицы оказались под водой. Спасатели провели более 200 операций, спасая жителей из затопленных домов и автомобилей. Из-за непогоды более 5000 домохозяйств оказались без электричества, некоторые школы закрыли до 22 сентября. Маршрут 5. Автомобиль ушел в кювет.
В Лазаревском районе во время проведения второго этапа чемпионата Краснодарского края по горным гонкам Сочи-2025 один из водителей так гнался за победой, что, потеряв управление, на бешеной скорости вылетел с трассы, приземлившись в саду, чудом не задев старенький жилой дом в ауле Тхагапш. Машина разбита, пилот выбыл из гонки. Обошлось без пострадавших. Дневные часы 20 сентября в провинции Таиф, известный как город Рос в регионе Мекка в Саудовской Аравии, превратились в испытание для жителей. Холодный фронт с севера столкнулся с влажным воздухом, спровоцировав сильные ливни и грозы с градом диаметром до 2-3 сантиметров. Ветер усилился до 60-80 км в час, срывая вывески, навесы и ломая ветви деревьев в центре Таифа и окрестностях Аль-Шубры. Внезапная вспышка паводков ударила по южным и восточным районам провинции. В Аль-Хава и Аль-Вади вода поднялась на 1-1,5 метра, затопив главные дороги и жилые зоны. По данным властей муниципалитета Таифа, потоплено около 200 домов и 50 автомобилей, 150 человек эвакуировали спасатели. Дороги и мосты были временно закрыты, чтобы избежать несчастные случаи. Пострадал от стихии и сельскохозяйственный сектор, розовые плантации и фруктовые сады повреждены градом, сильными паводками смыт плодородный слой почвы. Гражданская оборона Саудовской Аравии направила 20 бригад в проблемные районы на откачку воды. Экстремальные осадки ударили по юго-востоку Китая. По отчетам Национальной метеорологической администрации Китая, в Пиньяне, прибрежном уезде Вэньчжоу, за 6 часов выпало 370 мм, что превышает месячную норму почти в 3 раза. В Руяне и Лунгане выпало до 320 мм, в Цаньяне – 310. Непогода сопровождалась сильным ветром скоростью до 50-60 км в час. В Руяне и Лунгане затоплены главные трассы, вода на отдельных участках поднялась на 1-1,5 метра, парализовав движение транспорта. В Пиньяне потоплено 150 домов, повреждены стены, крыши и электрика. В Цаньяне пострадали 80 строений, включая коттеджи у реки Аудзян. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, бросив все силы на спасение жителей. Около 500 человек спасатели на лодках эвакуировали из низин. Серьезный ущерб получил и сельскохозяйственный сектор. Потеряны урожаи чая и цитрусовых, большинство ферм пострадали от размыва почвы. Понес убытки и туризм, пляжи Вэньчжоу закрыты. Информации о жертвах нет. Национальная метеорологическая администрация Китая сохраняет оранжевый уровень погодной опасности, предупреждая о риске оползней в холмистых районах. Вечер на западе Каракаса, в районе Катия и прилегающих зонах, превратился в хаос из-за интенсивных ливней, спровоцировавших внезапный паводок. В густонаселенном районе с холмистым рельефом осадки достигли пика в 80 мм в час. Потоки воды хлынули по улицам, затапливая дома и коммерческие зоны. В низинах уровень поднялся до 1 метра. Всего затопило около 150 домов, вода проникла на первые этажи, повредив мебель и электронику. Основные транспортные магистрали встали в километровых пробках, некоторые кварталы оказались полностью изолированы. Интенсивные ливни, обрушившиеся на столицу Сальвадора, в воскресенье вызвали масштабное наводнение в престижном районе Сан-Бенито, а также в других частях города. Тропический ливень с грозами начался около 18 часов по местному времени и продолжался более часа, вылив на город до 50 мм осадков. Через несколько часов на бульваре Эль-Ипподрома уровень воды достиг 30-50 см, а на авеню Лас-Магнолиас доходило до 70 см в низинах. К 22 часам наводнения распространились на соседние районы. В Эль-Какаа, между Сан-Сальвадором и Сайпанго, река вышла из берегов, затопив несколько домов. В Сан-Бенито от наводнения пострадали около 20 автомобилей и несколько ресторанов.
Власти города объявили чрезвычайную ситуацию, направив спасателей и экстренные службы в пострадавшие районы для ликвидации последствий стихии. На вулкане Лева-Тоби-Лаки-Лаки на острове Флорес в Восточной Индонезии зафиксировано новое извержение. Извержение произошло на фоне повышенной вулканической активности, которая усилилась после 19 сентября. Согласно отчету Центра вулканологии и геологической опасности Индонезии, основное событие 21 сентября зафиксировано в 16 часов 49 минут по местному времени. В результате извержения столб пепла поднялся на высоту 1000 метров над кратером, протянувшись на восток. Длительность извержения составила 91 секунду, при этом амплитуда достигала 10,5 мм. В радиусе 6 километров от кратера зафиксировано выпадение пепла. Вечер 21 сентября в испанской провинции Таррагона ознаменовался мощным градовым штормом, который обрушился на прибрежные районы. Основной удар стихии пришелся на муниципалитеты Сан-Жауме-де-Энвежа и Риу-Маре, где град, достигавший 4-5 сантиметров, вызвал хаос на дорогах, повредил десятки автомобилей, крыши зданий и вызвал временные перебои в электроснабжении. По данным метеорологической службы Каталонии, шторм сопровождался интенсивными ливнями и порывами ветра до 70 км в час. В Сан-Жауме-де-Энвежа пострадали также около 50 гектаров сельхозугодий, а в Риу-Маре – несколько коммерческих объектов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.